Приветствую всех на канале, меня зовут Наталья, и сегодня, как и обещала, делаем вот такую раскладку. И немного расскажу про размеры страз, которые я использую, ну и, конечно, все подробно. Также покажу еще раз, как делать макушку, ну и много другой полезной информации. Приступим. И урок начну с того, что покажу размеры филиграни. Часто спрашивают, это 25 миллиметров на 25 миллиметров. И вот эта филигрань у нас получается 80 миллиметров на 35 миллиметров. Я беру вот эту филигрань и с одной стороны вот здесь подрежу и вырежу серединку. Вот я беру ножницами. Эти ножницы я использую для подрезки стразовой цепи. И вот филигрань тоже. Ни в коем случае не используйте ножницы, которые вы используете для лент и для ткани. Вот, я вырезала серединку. Теперь беру шар, и мне надо примерить, посмотреть, сколько мне надо подогнуть. Вот я немножко вот так разгибаю ее, одеваю через петельку. И вот здесь я уже вижу, сколько мне надо подогнуть. Вот совсем по чуть-чуть с каждой стороны. Вот у меня как раз все 4 угла идут там, где подклеена стразовая цепочка. Теперь беру, у меня такие круглогубцы или плоскогубцы, что у кого есть, и подгибаю вот эти вот уголки. Ой, извините. Вот таким образом. Вот что у меня получилось. И теперь одеваю через сначала ленту. Вот можно так вот отогнуть чуть-чуть. И сажу вот на эту петельку. Так, сейчас я посажу и вернусь к вам. Неудобно под камерой. Вот, получается, я посадила, и у меня вот эти уголки прямо выходят на вот на эти стороны. Смотрю, все ли у меня хорошо легло. И теперь можно нанести клей. Вот у меня все отлично легло. Теперь немного приподнимаю. И туда много-много клея. Ну как много, достаточно. Не всю бутылку, но достаточно толстый слой, чтобы все это приклеилось. И вот тут на стразовую цепочку, где у нас вот эти отвороты. Сейчас я более подробно показываю. В прошлом видео я как-то это все побыстрее сделала, и многие мне задавали вопросы. Все, я подсунула клей туда и прижимаю. Для того, чтобы не держать, я использую вот такую прищепку канцелярскую и вот так оставляю сушиться. Верхушка подсыхает, а я тем временем продолжу работу. Подклею бантик. Это надо сделать перед тем, как разогнуть филигрань. И вот так сверху сажаю, чтобы клей ушел вниз. Прижимаю и даю закрепиться. И подрезаю края под углом и, конечно, обрабатываю огнем. И чтобы филигрань у нас плотно прилегала, ее надо подогнуть. Сначала я подгибаю вот этот край, а затем вот так вот. И у нас получается вот такая волна. И примеряю. Если надо, подгибаю еще чуть-чуть, чтобы все плотно лежало. Вот эти края не могут быть вот такие, их не надо, потому что вы не сможете согнуть филигрань, только в одном направлении подгибается. Вот здесь еще чуть-чуть. И примеряем, чтобы все вот здесь было вот так плотненько, все сидело. Теперь придерживаю пальцем и чуть-чуть клея вовнутрь. Так, сейчас у меня пистолет. Вот, чуть-чуть клея. Это просто, чтобы закрепить перед тем, как пришить. Прижимаю пинцетом, даю закрепиться. И вот здесь обязательно делайте платформу, чтобы камни затем ровно легли. И здесь. И даю закрепиться. И филигрань обязательно надо пришить. Я прячу уголок под филигранью и стараюсь выйти вот здесь. Вот. Спрятали. Выходим вот так, протаскиваем. И еще раз проходим несколько раз вот так, чтобы закрепить филигрань.
я закрепляю в 3 местах. Вот здесь, здесь и здесь. И вот так туда-сюда я закреплю обязательно. Я всегда подстраховываюсь, потому что клей может, например, при отправке застыть, и это все может отвалиться. Это будет очень неприятно, если клиент получит ваши игрушки, а они будут, филигрань просто отвалится. Вот, теперь перехожу сюда, прохожу через филигрань и снова вот. Если не получается выйти сюда, прямо выходим так, чтобы у нас не было видно ниточки. Вот, и вот таким образом пришиваем филигрань. Пришиваем вот здесь и вот здесь. Для декора я буду использовать стразы. Вот это у меня идет 18 миллиметров, здесь 15 и здесь, по-моему, идет вот 12 миллиметров. Буду использовать стразовую цепочку, она у меня 2,5 миллиметра. И вот такие каплевидные, они размеры идут 6 на 10. Но можно использовать любые стразы, которые у вас есть. И для начала подклею в середину самый большой камень, такой овальный. Я наношу достаточно много клея. И вот этот камень прямо вот посередине. И даю немного закрепиться. Я уже заранее подготовила стразовую цепочку, подрезала и наношу клей и подклеиваю. Здесь уже как бы заранее на столе вы отмеряете, сколько вам надо цепочки, и подрезаете. Так удобнее делать на столе, чем потом уже здесь туда-сюда все дергать. Обязательно все края между собой надо скрепить, чтобы все держалось. Работа кропотливая, но все можно сделать. Теперь я наношу вот сюда клей. И у меня вот это каплевидный страз приклею сюда. Оставляю небольшое расстояние, чтобы подклеить цепочку вокруг него. Вот здесь. Также заранее подрезала и нанесу клей. Так аккуратненько беру цепочку, один край сразу укладываю вот сюда и вокруг. И один край вот так чуть выше его приподнимаем, чтобы вот эта капля у нас сохранилась. И все поправляем, даем закрепиться. Теперь на нижнюю часть подклеиваем еще один страз. Так, сразу поправляем, чтобы у нас ничего не сползало. Наносим клей вокруг и подклеиваем стразовые цепочки. Также обрамляем полностью страз. И со второй стороны. Также все края надо между собой склеить. И все поправляем. И теперь вот сюда, в середину, я подклеиваю страз. Еще один вот сюда. И еще один вот сюда. Все поправляем, укладываем. И здесь я подклею еще вот такие шампань цвета стразы. Ну, здесь можно и простые стразы наклеить, чтобы просто закрыть вот это пустое место. Вот один и второй. И вот что у нас получается. И также декорируем вторую часть. И у меня есть вот такие мелкие стразы золотого цвета, даже бронзового, я бы сказала. И я здесь буду украшать, можно просто все вот эти мелкие места подклеить стразины.
Их не так сильно видно, но все же при определенном наклоне они очень блестят. И здесь уже можно подклеить, где вы считаете нужным. И также декорируем вторую часть. Заготовку я задекорировала, оставляю сушиться и теперь задекорирую верх. Вот здесь у меня есть такие отверстия, я сюда приклею беленькие стразы, небольшой размер 16, вот наношу прямо вот наверх клей и подклеиваю вот таким образом. Между ними подклею маленькие золотые стразы. Я сразу наношу клей и подклеиваю. Можно этого не делать, но мне вот захотелось, чтобы у меня все сочеталось. И вот здесь я еще зелененький маленький стразик в цапе приклею. Тоже, чтобы у меня все сочеталось. И оформлю все остальное. И вот такие потрясающие елочные игрушки у меня получились. Я очень довольна результатом и идеально сочетается с игрушками, которые я делала вчера, выставляла урок на канале. А на сегодня все. Надеюсь, урок вам понравился, был полезен и вы узнали что-то новое. Если есть вопросы, обязательно пишите в комментариях, и я постараюсь вам ответить. И также на днях будет урок по размерам страз, какие я использую, где заказываю, какие больше используются, какие не использую вообще, и много другой информации. Творческих успехов вам и до скорой встречи. Пока-пока.